Итак, раз, два, три. Проверка звука. Друзья, привет. Уже 6 человек. Трансляция пошла. Отлично. Если есть возможность, было бы неплохо, если вы напишите что-нибудь. Видно ли, слышно ли. Добрый вечер, все гуд. Спасибо. Сейчас давайте чуть-чуть подкопим сопрогульников и пойдем куда-нибудь идти. Надеюсь. Да, всем добрый вечер. Говорит нам жизнь без прикрас. По названию, точнее, наверное, даже по заставке вы могли понять, что мы продолжаем гулять по Невскому району. Только сегодня уже по левой его части, по левому берегу. Да, именно так с французского переводится Ривгош, левый берег. Только там у них во Франции Ривгош — это левый берег Сены, в Парижах их. Но у нас сегодня левый берег Невы. Невский район. В субботу мы гуляли по правому берегу, это район Оранжевой Ветки, от Дыбенко до Новочеркасской, там чуть дальше. На нас застала врасплох темнота, абсолютно неосвещенная набережная. Собственно, как-то получилось так. Ну, сегодня мы погуляем только до темноты и там, как батарейка, что называется, сядет. Всех приветствую, всех, кто только что с работы, кто заканчивает работу, кто пришел. Невский район. Станция метро Пролетарская. Здесь на Пролетарке Троицкий собор. Вот мы видим, он справа имеет такую круглую конфигурацию и вот очень забавной формы колокольня в виде пирамиды. Кто-нибудь когда-нибудь такое видел? Я вот впервые вижу это здесь, на станции метро Пролетарской. Так, смотрите, конфигурация правого, ставить левого берега Ривгош де ла Нева состоит, собственно, из трех главных дорожных артерий. Это проспект Обуховской обороны, Бабушкина и Седова. Все, вот три дороги, которые идут параллельно друг другу. Они, собственно, формируют этот район. Сейчас я сделаю кружок. Сейчас выйду на Бабушкина. И там по какой-нибудь улочке вернусь на Обуховской обороны. Пойдем посмотрим, как на Пролетарке обстоят дела с речным вокзалом. Ну и двинемся в сторону площади Александра Невского, собственно. Блин, как это у меня слово-то уже меня самого уже достало. Собственно. Левая часть Невского района, она от Рыбацкого и до практически площади Александра Невского до обводного канала. Ну или, как говорят москвичи, обводного. Но мы сегодня начнем именно от Пролетарки и пойдем в сторону обводного канала. Почему от Пролетарки? Да все потому, что дальше станция метро Обухово, а дальше само Рыбацкое. Если Рыбацкое там еще что-то жилое есть, то на Обухово там вообще нечего смотреть. Там с одной стороны промзона, с другой стороны кладбище. И вообще неинтересно. Какая-то жизнь вот начинается от
Пролетарской. Именно здесь берет свое начало в сторону Рыбацкого завод Обуховской обороны. И Алмаз-Антей. Что у нас там? Вертолеты, танки, что тут делаем? Ну и всякие разработки. Так, проходим у МВД России по Невскому району. Район в целом прикольный и почти недооцененный. Так, я забыл читать чат. Сейчас я полистаю, где-то тут можно как-то. Добрый вечер. Я диспетчер. Ой, сорян. Шо вот у меня чат не мотается? Как так-то? А, Роза, ничего себе тут. Что-то много. Район не очень старый. Не очень. Конечно, ближе к Ломоносовской, наверное, там к Елизаровской. И ближе к Неве, там будут еще дореволюционные дома. Но в целом это все сталинская застройка. В силу этого район очень зеленый, не густо населенный. Ну и очень много сталинок разной формации, что ли. Ну, от простых для рабочих домов до уже какой-то там номенклатуры плюс-минус. Но все прям, наверное, еще конец 40-х, начало 50-х постройка. Такое у меня ощущение. Ну, плюс, конечно, есть и довоенные дома. Там это все сталинский, не сталинский отставить, просто конструктивизм. Ну, или еще что-то. Сами посмотрим. Ну, Игорь, давайте это, без пессимизма. Мы будем гулять до темноты. У нас вот как стемнеет, мы закончим. Ну и опять же, я не могу отвечать за власти города, которые не освещает набережные и ковыряется по несколько лет на одном месте, дабы там просто асфальтик положить. Ну, по крайней мере, это так выглядит. А вместе с асфальтиком могли бы, конечно, еще и фонари поставить. Но там даже намека на это не было. Точнее, что фонари там когда-то были. По правую руку проходим. Здесь у нас еще на Пролетарке трамвайный парк. С новыми трамваями вот там стоят. Мы сейчас пройдемся чуть-чуть по Бабушкина. Это у нас тоже одна из 3 артерий здесь на районе. Хочу сказать такую историю, мне не совсем понятную. Под прошлой прогулкой в прямом эфире, которая была в субботу, по правой части Невского района, там один из зрителей написал, что якобы в видео была объявлена прогулка по Невскому району, по ее району, да, это, как вы понимаете, эта женщина, по-моему, писала. Но все не то. Вот Невский район, ее район, но все не то. Все вот, не то было. То, что это была прогулка по правому берегу, ее совсем не смутило. Видимо, она не в курсе, что с той стороны Невы тоже Невский район. Ну, человек не знает, но почему-то считает, что можно это как-то вставить в укор другим свою глупость. Поэтому, друзья, я не то чтобы не призываю вас ничего не говорить, все комментируйте, все интересно, но давайте обсуждать. Просто этот человек в комментариях даже на мой вопрос ничего не пояснил. То есть пришел, что-то там ляпнул, и все. Поэтому, я надеюсь, хоть может быть она вот здесь, на левом берегу, посмотрит, порадуется и даст положительную оценку. Так. Конечно же, уже настроили плюс-минус более-менее современных домиков. Но мы сейчас пойдем в сторону Невы и посмотрим, как у нас выглядит или уже не выглядит речной вокзал.
По крайней мере, то место, где он раньше был. Горло у меня болеть продолжает. Я никак не лечусь. Кроме как что-то тепленькое пить. Оп. Вот по этой улице мы должны будем выйти прямо к метро. Тоже будем проходить мимо вестибюля метрополитена. Я вам там тоже интересную вещь покажу. Ну, в принципе, жители Петербурга, которые больше 15 лет, ну или 20, ну хотя бы 15 лет живут в этом районе, или там в Петербурге в целом, должны знать эту историю. Но это все история про дамбу. Про дамбу. Казалось бы, да, где дамба и где пролетарская. Вообще в противоположных краях. Но сейчас подойдем, покажу, расскажу. Если надо сориентировать по времени, то у нас в целом до 7:20 примерно будет светло. После начнет резко темнеть. Поэтому вот у нас буквально 1,5 часика и все. Да, обошли кругом трамвайный парк. Вот у нас справа все виднеются крыши новеньких трамваев. Классных, низкопольных, по-моему. Там в Троицком соборе колокольный звон. Может быть, походим и по дворам. Здесь очень много парков, точнее целых больших 2, нет, 3 даже. Через один точно пройдем. Скорее всего, это будет Бабушкинский. Вот, выходим на перекресток с Обуховской обороны, и здесь у нас как раз прямо уже по курсу метро.
Ну, район, правда, интересный, как бы, своей историей, со своим развитием, изменениями. Ну, конечно, так в моменте мы не поймем всей глубины глубин. Но просто посмотреть, прицениться. Смотрите. Здесь такие несколько ступеньки вниз идут у нас. И вход в метро чуть ниже, чем проспект сам. Видите, справа проспект и ступеньки вниз. Ну и плюс там у нас почвогрунт. Ну, короче, изменение рельефа в сторону Невы. А Нева у нас как раз вот где-то там за уголком. Не так-то и далеко. Так вот, пока не работала, пока не была построена и введена в эксплуатацию дамба в Финском заливе, там где Кронштадт, весной в половодье здесь топило, здесь заливалась вода в метро, могла залиться, и здесь поднимали уровень. Даже какой-то раз все это дело обкладывалось мешками с песком, дабы воду сдержать в такие критические моменты. Собственно, это я вам и хотел рассказать. Но сейчас здесь вон справа уже, там за деревьями виднеется новостроечка. Ну а слева типичные сталинские истории, дома, которые, в принципе, для меня когда-то больше 20 лет назад открыли Пролетарку. Вот пройдем немножко сейчас по проспекту Обуховской обороны и по нему же выйдем к речному вокзалу. Сам проспект Обуховской обороны идет практически вдоль Невы. Очень достаточно длинный участок, который вот прям вот вплотную к воде идет. И когда-то, там, не знаю, лет 50 еще назад, скорее всего, да, 50, ну, может, больше, может, 70. Это был еще берег Невы, или даже вообще вода была. И дабы разгрузить город, вот как раз Обуховскую оборону, вот этот проспект, выдвинули, не знаю, неправильно будет сказать. Ну, короче, прям проспект пошел по воде. Намыли берег, укрепили, сделали дорогу вдоль Невы. Так, Максим пишет: всем хорошего вечера, хорошие прогулки. Да, спасибо, Максим. Погодка такая уже похолоднее даже, чем в субботу. Уже ветерок, уже прохлада чувствуется, особенно под вечер. Но вот здесь как будто бы сталинский дом, а слева дом дореволюционный, а за ним вот там виднеется, за ними между виднеется новостройка. И вот тут практически все так будет. Что-то меня даже подмывает немножко точку подзастегнуть. Да, в этом районе редко бываю, вообще редко, поводов нет.
Так, только что пришел перевод от Людмилы. Купите фарингосепт для горла здоровья. Окей. Но это не сейчас. Скорее всего, после. Спасибо за совет. Спасибо за поддержку. Вообще, я что-то, если про болеть говорим, то я как-то отношусь все к этому таким образом, что можно неделю лечиться с лекарствами, а можно за 7 дней поправиться и без них. Ну, это вот когда касается какой-то простуды, простой ОРВИшки. Так. Тут уже первый вариант у нас выйти к Неве. Но мы чуть-чуть пройдем вперед. И вот именно здесь некогда был речной вокзал. Там какая-то новостройка тоже. Кошмар. Просто какой-то кубик, Рубик. Абсолютно без фантазии. Так, да, впереди у нас через километр Володарский мост через Неву. А за Володарским мостом будет фарфоровый императорский завод. Или императорский фарфорный завод. Суть дела не меняет. Давайте подойдем к Неве. Позыркаем. Ой, что-то здесь случилось. Скорая. Движение перекрыто, куча трамваев стоит. Ошметки, вещи валяются, бинты. Друзья, мы становимся в очередной раз очевидцами какого-то трэша. С фантазией, да? Ну, такая себе фантазия, вам скажу. Такая. Перед нами еще тут теплоход Ленин. Так, наверное, будет получше, меня слышно даже. За ним тоже второй какой-то стоит такой же конфигурации. Так, в противоположную сторону посмотрим, в сторону Обуховской обороны. Ну вот такой речной вокзал, друзья. Видите вокзал? Я нет, но он есть. Ой, простите. Вокзал есть. Вокзал есть. Ну ладно. Пойдемте дальше. Сами видите, солнце уже низко, закатное. Так, спрошу, что тут было. А что здесь было? Не знаете? Без понятия. Тут и реанимация, и... Ладно, давайте пока здесь пройдем до Володарского моста вдоль набережной. А опосля вернемся на Бабушкино и там уже продолжим путь до Ломоносовской. Хотя что там, у нас Ломоносовская же там и будет. Признавайтесь, кто... Так, в Новом сейчас теплоходы паркуются на другом берегу Вантова. Ну, это ладно. Признавайтесь, кто на таких теплоходах прогуливался. Там же у Вантова как метеоры паркуются, которые в Петергоф ходят.
Люди послушно ждут очереди и разрешения подняться на борт теплохода «Ленин». Целый 4-палубный, а возможно там еще и какая-нибудь палуба есть, хотя вряд ли, которая под водой. Ой, простите. Я удивлен, что вообще в целом тут кто-то есть. Так, кто в курсе? Так, тут у нас переподключение случилось. Комментарий. Я в детстве прогуливался аж до Астрахани и обратно лет 50 назад. А на коротке последний раз с дочкой лет 20 назад, видимо. А интересно, а вы как, из Петербурга до Астрахани? Из Москвы по Волге соглашусь. А из Петербурга как, на чем, через что? Давай, я просто иду, блядь, вот прошу. Юрий Андропов. Да, трава зеленей и вода мокрей. Понятно. Так, здесь какой-то каменный изваяний чайки Петербурга. Симпозиум по городской скульптуре 2013 года. Знакомьтесь, чайки Петербурга, пожалуйста. Имеют место быть. Или даже вот я думаю, что нам идти вдоль набережной, абсолютно незачем. Тут вот, речной вокзал, окей, посмотрели. А гляжу вдаль и понимаю, что следующий переход на противоположную сторону дороги у нас, скорее всего, вот там вот вдалеке у моста-то и будет. Это не радует. Лучше, конечно, метнуться влево. Так, Роман, добрый вечер. Прекрасная прогулка, как наш речной вокзал напоминает. В смысле ваш? А ваш какой? В смысле чайки новодел? Чайки 2013 года. Я ж прочитал. А что значит вода далеко ушла? Это как? Она там и была? Ну что ж, придется нам гулять по набережной. Благо пока светло. Ну и там у Володарского моста, это уже должно быть район станции метро Ломоносовская. Там у фарфорового завода пройдем мимо и поднимемся от Невы в глубину района до улицы Бабушкина, скорее всего. Так, нынче очень дорого стали стоить путевки. Мало кому по карману 50 лет назад с сестрой и родителями из Петербурга, Ленинграда по Волга-Балту, потом по Волге, а бабушка тогда каждый год по этому маршруту. Да.
Вот, кто-то даже наводнение помнит. Да-да. Да-да-да. Речной Москва. Ну, слушайте, в Москве, как вот писали в одном из комментариев там под видео, что в Москве речной вокзал прям очень хорошо сделали. Именно сделали, отреставрировали. И там прям сейчас все хорошо. И в противовес этому ставили, как в Петербурге, здесь у нас все плохо. Вот я вам показываю, как оно есть. Меня тапками не кидать. Я лишь показываю, как оно есть. За мои оценочные суждения, ну, у каждого они есть свои. Не у всех со всеми совпадают, поэтому что поделать. Вот, кстати, да, у нас по левую руку здесь зелененькая пошла массив лесной. Один из парков. Там какая-то Курагина дача, или как правильно. Большая территория. Прям вот до конца, до моста будет. А меня тут, конечно, еще начинает надувать ветром. Не знаю, как вот ветрозащита на микрофоне отрабатывает. Насколько вам эти порывы ветра задувают в уши или нет. Надеюсь, нет. Мне надо научиться как-нибудь... Так, давайте еще сравним, как строился метро в Москве и Санкт-Петербурге. Да, я вам одну только ремарку скажу. В то время, когда в Петербурге пытаются открыть одну станцию метро, в Москве сдают целую ветку. Таковы реалии. Чего? Ладно. Так вот, я что хотел сказать. Мне надо научиться, когда я гуляю, иногда разворачиваться и давать заднюю, что называется. Вот если бы я там еще несколько минут назад, поняв, что нам надо идти пешком вдоль набережной до Володарского моста, по этой скучной, абсолютно неинформативной набережной, хотя вот мы видим противоположный берег. Там где-то вдалеке у нас веселый поселок, станция метро Дыбенко. Вот, если бы я все-таки перешел дорогу, господи, вернувшись чуть-чуть назад, мы бы с вами не шли по набережной, мы бы через парк шли уже по жилому массиву. Ну ладно. Я думаю, мы еще нагуляемся. Вы заодно как раз добираетесь до дома, греете ужины, что-то готовите, ну и на фоне включаете мою болтовню и гуляние по Петербургам. Вот тут уточки. Я там живу на Фестивальной и каждый день гуляю с Собакиным. Окей, Оксана. Светлана. Окей. Уточки. Если кто еще не понял, это у нас Нева. Пожалуйста, знакомьтесь. Мы между станцией метро Пролетарская и Ломоносовская. Да, ну окей. Метро — это очень глубокая тема. Станция Адмиралтейская. Да. Ну и то, разве у нас Адмиралтейская самая глубокая в Петербурге?
хотя тоже таких статистик было много, что там самая глубокая, самая нагруженная, самая там, не знаю, пропускная способность там тысяч, сколько-то миллионов человек в день, там вот вся история. И так можно дальше. Самая светлая, самая темная, самая широкая. Вот этот вот список самых-самых можно придумывать. Да, слушайте, грустно, если говорите тот жилмассив, вдоль которого мы, ну, как бы параллельно которому мы идем. Там, наверное, как раз ближе к Бабушкино скучнее, чем эта набережная, по которой мы идем. Но вот мне, конечно, жаль этих людей, ну, тех, кто там живет. Хотя, чё? Я вот считаю этот район недооцененным с точки зрения инвестиционной. Да, он, как получается, так, Беклов, Собянина глубоко копает. Ну, начнут под него копать, зашевелиться. Район сам, Невский, левый берег, Рив-Гош. Он, с одной стороны, у нас слева, получается, огорожен или стеснен железной дорогой, ну а с правой Нева. И вот на таком узеньком участке, вытянутом аж от обводного канала до Рыбацкого, до металлостроя, до Вантового моста, и вот это вот все, как бы тут можно много географических меток придумывать. Он всегда был плюс-минус производственным. То есть производства, да, ну, соответственно, были, ну и какие-то дома строились для работников этих самых производств. Все логично. Со временем, конечно, это все немножко видоизменялось, но именно обилие крупных производств, их закрытость в силу секретности не давало району сильно быстро изменяться и развиваться. Это мне так кажется. Только вот последние годы, уже вот за Ломоносовской, там между Ломоносовской и Елизаровской, начали строиться целые кварталы нового жилья. Ой. Ну и тем самым повышая инвестиционную привлекательность района в целом, ибо там парк рядом, этот Бабушкинский. Так, где мы перейдем? Здесь или? Я думаю, здесь. Нельзя упускать такую шикарную возможность, иначе я буду жалеть. Хотя там впереди тоже светофор. Но мы неприятность эту переживем, я думаю. Пара-пара-парибам. Время такое, что все с работ едут, все хотят побыстрее добраться к дому. Так, здесь давайте подойдем, посмотрим. Ой, господи. На товарища Володарского, в честь которого назван мост.
вами парка. Ну, я и говорю, тут как бы парчок с той стороны, вроде же уже жил массив, должен начинаться. Но ничего. Сейчас пойдем смотреть сталинский ампир вперемешку с какими-то 20-30-ми годами. Ну и там ближе к обводнику начнутся дореволюционные домики. Ну а здесь мы что? Здесь мы должны уже подойти к территории Императорского фарфорового завода. Все, кто любит вот эти вот все чашечки, тоненькие, легонькие, фарфоровые, вам посвящается. Так, придется постоять, послушать этого бензопильщика, точнее пильщика асфальтов. Так, а рядом разве не на Пролетарской? Или здесь трамвайный парк? По-моему, на Пролетарской там трамвайный парк. Да, что-то кругом прям рабочие, дорожные работы какие-то проводят, все в спешке, надо успеть до морозов. Так, здесь здание с флагом, скорее всего, администрация. Я про этот говорю. Так, магазин как раз при, там и музей при заводе. Вон там уже впереди виднеется Буковы. Давайте приближу. Вон, видите, Императорский фарфоровый завод. Станция метро Ломоносовская прямо вот за этим коричневым торговым центром. Я вот сейчас хочу понять, как нам лучше пойти. Вот там, где трамвай поворачивает, там и пойдем. Там поднимемся на Бабушкина. Да. И все только ради того, чтобы дойти до заводика этого фарфорового. Потому что до сих пор этот фарфор ценится. Многие покупают эти все чайные пары в подарки, охотятся за ними на барахолке, на уделке. Вон, и как раз магазин желтыми буквами. Вот, все на уделке охотятся за этими чашечками, дабы потом как-нибудь их подороже через Авито перепродать, наверное. Ну, что поделать. Вот, магазин, галерея, музей. 1744. Да, давайте вернемся на Бабушкина. Я не совсем понимаю, как. Оп, оп, хей, лололей.
Ну, смотрите, вы говорите, надо успеть до морозов освоить средства. Нет, в морозы будет 2х. Надо затянуть до морозов, а потом в морозы начать максимально глубоко копать. Вот. Там за сложность, за выходные, за ночные смены. Я вот как, то, что, по крайней мере, вижу, днем идешь, вот что-то перекопанное, какие-то заборы, и вот оно стоит, и ни одного рабочего. У меня вот вопрос, когда они что делают-то? Наверное, по ночам. Поэтому вот тема про средства такая. Я, кстати, могу или мог бы и в сам этот магазин фарфоровый зайти, вам цены показать. Но боюсь, у нас будет трэш-контент из серии «А ну-ка не снимай». Скажем так, не для слабонервных. Это было бы надолго, с ожиданием полиции, которые бы на меня вызвали. Непонятно за что, правда. Но те, кто вызывают, сами не понимают. Да, вот у нас уже Ломоносовская. Начинается эпоха сталинского ампира. Но это, по сути, время, когда застраивалась Автово, когда застраивалась Удельная, когда застраивалась Московская. Это я про станции метро и говорю. Так, пойдем по этой тропинке. Синдром вахтеров, вы правы, да. Именно вахтеры. Но эти вахтеры почему-то считают, что у них есть какие-то особые права в силу их обязанностей. Но их единственная обязанность следить за пропускным режимом у охраны, за правопорядком, ну в плане, чтобы никто ничего там не барагозил. Но если ты просто стоишь, снимаешь окружающую среду. О, слышите музыку? У метро играют мужчины. Их я вижу в количестве 3 штук. Тут я, наверное, печальную вещь скажу, свою догадку. Сейчас постоим на светофоре, поозираемся вокруг, перейдем дорогу, и я вам про этих мужчин скажу, что думаю. Потому что я, в принципе, целым их узнаю. А, не, их 4 даже. Но должно быть 5. По крайней мере, было то ли 5, то ли 6. 5 как минимум. Их главаря не узнаю. Да, дяденьки в целом знакомые, но вот дирижера я их не узнаю. Есть, короче, такая у меня мысль, что время идет, люди не молодеют,
ковид, видимо, тоже без следа не прошел. И их стало меньше. Если у кого-то есть интерес и возможность помочь, вот номер телефона. Долго стоять не буду, время идет. Темнеет. Торговля. Как без торговли-то у метро, да? Как раз по ходу движения людей, как из метро выходят, идут к светофору, к остановке. Дальше ехать на маршрутках, на автобусах. Вот бабули продают. Так, обойду метро. Кстати, даже покажу вам. Есть неплохое место у метро в целом. Храм строят. Когда-то был просто такая площадь, парк. Но вот решили, что без храма тут не очень. Будет получше. Причем даже здесь восстановим храм вместе, но у меня такое ощущение, что это вот когда-то его при советах снесли, ну и его отстраивают якобы вновь. Да, вспоминаю территорию, как раз между Бабушкиным, мы вот сейчас пойдем потом по Бабушкина, и проспектом Обуховской обороны все-таки такая промзона прямо, промзона, а вот между Седово и Бабушкина уже, то есть у нас вот сейчас по правую руку у Бабушкина будет, а слева там у нас проспект Седово. Ларьки мешали власти, а бабули с ящиками, видимо, самое то. Ну, такая стихийная торговля, она у каждой станции метро своя. Видаю такие картины, когда приезжают полицейские на каком-нибудь белом УАЗике. Ну, конечно, к бабулям-то сильно не пристают, а вот к гостям Средней Азии очень с пристрастием относятся. Ну и после проверки документов грузят ящиками в багажник себе всякие фрукты, овощи. Но в целом-то неплохо, чего. Сейчас пройдемся дворами, я вас повожу. Чё бы нет-то, да? Здесь на Ломоносовской конечная многих маршрутов автобусов. Сейчас пойдем по дворам. Надеюсь, мне тут маргинальные товарищи не встретятся. О, смотрите, автобус с надписью «Озон». Купчино-Дунайская. Видимо, здесь видите? Развозка озоновская на склады. В Петербурге несколько складов, достаточно удаленных от метро, в промзонах.
Так, Анна, тут куча сердечек, ягодки какие-то. Ладно, переходим. Так, и вот давайте в эту арку пойдем. Запоминаем, как выглядит снаружи дом. Да? И сейчас обратную сторону Луны посмотрим. Да нет, неплохо, неплохо. В целом, бывают дома, что совсем хуже. То есть, ну, давайте про Wildberries не будем. Я сегодня читал новости, там Бакальчуки или как их там, Санта-Барбару устраивают показную. Не знаю, что там у этого мужчины или не мужчины выйдет с его потугами и претензиями. Все, мы во дворе. Ломоносовская. Смотрите. Куча места, паркуется не хочу. Ой. Дворы зеленейшие. Дома, ну вот там 5 этажей в максимуме. А это все примерно застройка 53-55 года. Послевоенные. Здравствуйте, очень рада, что попала к вам на стрим. Ну, да. На стриме мы можем пообщаться. Вы можете какое-нибудь высказать свое мнение по поводу проходящего. О, как прикольно. Оцените. И там какое-то крылечко. И здесь такая терраса, как будто бы. Правда, она никак не используется, она зарастает. Интересно. Улица Полярников. Почему-то отштукатурена стена до 4-го этажа. Но ощущение, что как будто бы какая-то общага сейчас. Очень разносортные, разношерстные окна. Сейчас вернемся на Бабушкина и там по Бабушкина пойдем. Так что вы пишите. Сталинки там уютненькие. Дальше пойдет депрессничок. Да, уже ближе к Елизаровской. Там опять Сталинки, ближе к метро. Да, но вот совсем где-то посередине между Ломоносовской и Елизаровской что-то будет сильно попроще. Даже вот этот вот уже дом. Это еще, по-моему, я могу ошибиться, но это какая-то досталинская эпоха, там, не знаю, это, ну, не знаю, может, 40-х, там, конца 30-х годов этот дом. Просто длинная колбаса, длинная, многоподъездная, с ужаснейшими планировками, а он еще такой с изгибом, домик, без арок. Ой, там вороны дерутся. Хе-хе. Битва. Сильно много сейчас дворами-то водить вас не буду. Так, посмотрим налево, посмотрим направо. Точно дойдем до Елизаровской. Ну а там дальше в сторону площади Александра Невского. Достаточно длинный, кстати, момент такой забыл упомянуть. Зеленая ветка в Петербурге — это та ветка, на которой вот прогоны между станциями метро очень длинные, ну, наверное, самые длинные. Ну и, соответственно, по земле между станциями метро
далековато. Очень далековато. Вот. Давайте смотреть. Дом плюс-минус, наверное, 57-го года. Почему я так считаю? Да потому что вот над окнами здесь кирпичом перекрытие, да, или как правильно это называется. В общем, над окном кирпичиком сделано. А вот дома уже 58-59 годов начали комплектоваться железобетонными перемычками над оконными фрамугами, или как это правильно называется. А до 58 года еще был кирпич. Ну, например. Вот здесь дом. Здесь по-другому над окном усиление делалось. И поглядите, к чему мы подошли. Вот эта вещь в лесах. Ну, наверное, надо перейти мне в другую сторону дороги, чтобы издалека вам это показать. Храм Римского католического Святого Сердца Господня Иисуса. На секундочку. Да, давайте перебежим. Попутно, что мы здесь встречаем? Как раз те новостройки, про которые я вам говорил. Вот справа парк имени Бабушкина, улица Бабушкина. И вот здесь целый квартал вот этих замечательных новостроек, которые, с одной стороны, соседствуют со сталинскими, а может уже и поздними дохрущевками. Так, перебегаем. Костел. Да, что-то не видно. Да, не видно, черт. Как бы так ракурс-то подобрать, дабы вам эти шпили показать. Вот они прям там за этими лесами, чуть левее. Ну, почти видно, но ладно, вот тут приближу. Бык. Вот, видите, там кусочек торчит одного из шпилей. И таких там много. Фасады реставрируют, а сам по себе он вроде как даже действующий. Вот, да, и вот эти вот новостроечки, они район сейчас оживляют. Район сейчас начинает потихоньку дорожать. Ладно, парк имени Бабушкина. Такой прямо детский-детский, со своим прудом. Там можно поплавать на катамаранах, на лодках. Сейчас даже не знаю, давайте нам или здесь вдоль парка идти по этой стороне. У нас с левой стороны по пути движения будут эти вот новостроечки, а справа будет парк. Поэтому предлагаю пройти насквозь через парк, выйти обратно на проспект Обуховской обороны. Пока идем через парк, надеюсь, нас не закроют. В парке есть замечательная едальня. Ну, насколько замечательная, не могу сказать. Но логика такая. Вы приводите сюда свое чадо, сдаете его на карусели с бабушкой, а сами идете, садитесь в то кафе и кофеетесь там. Ну а здесь вот я сейчас никого не вижу, чтобы кто-то плавал, но вот по этому пруду можно на лодках, катамаранах ходить. Ну а кому-то плавать.
Такой для маленьких, конечно, детей аттракционы. Это вам не Диво остров. Здесь все попроще. Прямо как в Парке Победы в Московском районе. Да, можно район назвать захолустьем, но такое соу-соу, конечно. Я думаю, если есть возможность вложиться в недвижимость, то можно как раз посмотреть этот район, даже в части инвестиций, потому что здесь квадратный метр будет дорожать, вот стопудово. У нас же вся история такая, что все производства схлопываются, территории вычищаются, и на них строятся новые ЖКшки. Здесь я понимаю, что здесь очень много оборонки в этом районе, вряд ли оно тут схлопнется, но тем не менее. На подумать. Есть чертово колесо, нам слева шумит. Едва выше, чем кроны деревьев, поэтому на пару секунд осмотреть окружающее пространство успеете. Для вновь подключившихся, просто и на всякий случай напоминаю, сейчас мы гуляем Rive Gauche de la Neva, что с французского обозначает левый берег Невы, Невский район, левобережная его часть. Прошлую прогулку в прямом эфире мы ходили по правому берегу, по правой части Невского района. Сегодня мы прогуливаемся по его левой части. Идем от станции метро Пролетарская в сторону Елизаровской. Ну и там как после Елизаровской пойдет, что называется. Ну, по крайней мере, до конца Бабушкина мы дойдем. Район один из длинных. Левый берег вытянут, зажат между железной дорогой и Невой. Есть три основных, смотрите, лавочки по знакам зодиака расставлены. Телец, Близнецы, Рак. Там правее Овен. Есть в районе три основных дорожные магистрали. Это проспект Обуховской обороны, который идет практически вдоль Невы. Посередине улица Бабушкина. Ну и самая дальняя от Невы, ближняя к железной дороге, Седово. Седово же, по-моему, да. Ну вот мы сейчас ходим между этими улицами. Сейчас выходим на Обуховскую оборону. Опять получается прям практически к Неве. Стоять. Есть какая-то навигационная история, что есть в парке. Динопарк, каток, картинг, веревочный парк, футбол, VC. Так, а туда детский клуб Маняша, спа-комплекс, Поляна чудес. Петровские бани на дровах. Хо-хо-хо. Полегче, прокурор. Такая заманиловка-то. Баня, да еще и на дровах.
противоположной стороны у нас виднеются кирпичные здания конца 19-го, начала 20-х веков, тоже заводики. Несколько лет назад вот тот у нас с противоположного берега очень знатно полыхал. Прям все ахали и охали. Да как же так, да как же так? Куда смотрели инспекции? Все мы знаем куда. Сейчас дойдем до ДК имени Крупской, я думаю. Скажем так, давным-давно знаменитую, но мало, наверное, уже сейчас кто помнит, и правильнее было бы сказать, широко известную в узких кругах, да, книжную ярмарку, которая находилась в ДК имени Крупской. То есть всякое книжное старье, я вот, не побоюсь это так назвать, никто, пожалуйста, не обижайтесь, как есть, можно было найти или продать именно в ДК имени Крупской. Оп, смотрите вам, раритеты. Как вам такая табличка? Лестница номер 3 и номера квартир. Заметьте, не подъезд, не парадная, а именно лестница номер такая-то. Тоже для Петербурга история типичная. Ну и, кстати, сейчас отсылка тоже к прошлой нашей прогулке, когда, вот я говорю, мы по правому берегу ходили, дублируя оранжевую ветку метро. Я вам говорил, мы вот шли по по Дыбенко, там по проспекту Большевиков, и говорил, что вот если двинуться туда налево, в сторону Невы, а это как раз вот в эту сторону, где вот сейчас эти все новостроечки вы видите, то там, говорю, будет очень много новых ЖК, тоже бывшие промзоны, которые сейчас вот так качественно застроились. Один минус, что очень далеко от метро, далековато. Конечно, пешочком далековато. Но в целом, сами вот видите, там очень-очень много, это все целый ряд, целая стена, это все новые ЖК. Это в противоположность вот этому левому берегу. Тут, конечно, таких масштабов пока нет, но замечу, это только пока. Почему именно я что-то так заговорил про ДК имени Крупской, про вот эту вот книжную барахолку, потому что все-таки в Петербурге было какое-то именно деление тематическое деление вот этих всех, барахолок пусть буду называть. То есть была птичка, да, или блошинка, но она и есть. Была Юнона, это плюс-минус какая-то электроника и бытовуха. Была Уделка, где все подряд, вот все старье, все, что там на антресолях и в гаражах хранилось. Ну и вот ДК имени Крупской. Это книжная история. Так, время уже 7:04.
темнеть в глазах начинает все сильнее. Но на камеру, возможно, это не сильно видно, потому что телефон начинает выкручивать яркость на автомате, делать ярче. Так, по идее, мы Крупской пройти мимо не должны. Там прям на Обуховской обороне, прям ее так видно, этот ДК. Должно отлично было видно. Я просто надеюсь, из тех зрителей, которые, возможно, сейчас есть на трансляции, возможно, из тех, кто будет смотреть трансляцию в записи. О, Дом культуры Пролетарский. Вот так вот. Александровский завод. Вот так вот. Так вот, я надеюсь, что те, кто сейчас смотрит или будут смотреть записи, когда-то, много лет назад, все это дело видели более радужных, даже, может, не радужных, а более ярких просто цветах, более живо все это было, оживленней, что ли, востребованней, что самое главное. Ну и вот сегодня вам на 2024 год, опа, лев, пожалуйста, внезапно в кустах лев. У кого-то в кустах рояль, а у нас лев. Вот, я вам на 2024 год показываю вот состояние того, что когда-то цвело и пахло. Да. Опять какой-то такой просвет, какой-то промежуток такой не сильно оживленный. Справа у нас Нева, небольшой парчок. Слева ДК, видимо, очередного завода Александровского. Но ничего. Там, честно сказать, на Бабушкина мы шли вообще вплотную бы к дороге. Мимо нас пролетали бы автомобили. Так, по архитектуре что-то мне напоминает, как будто бы это даже не советские времена, а дореволюционные. И чем-то мне напоминает территорию завода «Арсенал» на площади Ленина, там, где Финляндский вокзал. И вот эти заводы александровские не связаны ли тоже с производством оружия? У меня вот такие смутные догадки. Так, на Минск, похоже, дорога и защитная полоса деревьев. Ну, вот здесь, слава богу, дорога у нас не вплотную, не прям не чиркает об Неву. Опа, классно. Смотрите, какая башня классная. Так, приблизить. Наверняка какая-нибудь плюс-минус водонапорная. Не знаю, какая там у нее функциональная нагрузка была изначально, но раз завод, скорее всего, могла и быть водонапорной. Может и нет. Опа, тут еще и заодно отель в Бабухале. Но отель с какими-то... Первый этаж вижу пластиковые окна, а вот второй этаж и третий, то есть щипец, окна деревянные. Не очень хорошего качества, кстати, но ничего. Знаете, смотришь когда на карту или когда проезжаешь на машине через этот район, ну, это я к чему? К тому, что это все как-то быстро и мельком.
И в воспоминаниях остается только вот здесь много зелени, здесь широкие пространства. Но вот сейчас иду пешком, и что-то, конечно, мне вот это вот расстояние топать уже и, во-первых, и надоедает, и как-то становится скучно, что ли. Никакого вот разнообразия нет. Скучно. Мы когда-нибудь в будущем прогуляемся, а может быть прокатимся на самокате от Гражданки до Просвета. Я лечу быстрее ветра. Опа. Так, начинаются дома. Слава богу. Начинается жилмассив. Наконец-то. А значит, ДК имени Крупской где-то рядом. В целом, если тут поискать квартирки, но где-нибудь двухкомнатная, вот в этих там ближайших домах, ну, лямов 10. Лямов 10. 8, наверное, это низ будет. Это в самом убитом состоянии. Но так получше, это миллионов 10. Зато вот вы здесь уже и метро Ломоносовская. Ой, Ломоносовская. Какая там следующая? Я забыл. Короче, здесь пахнет почему-то костром. Неужели здесь у кого-то камины и они рабочие? Вот по правую руку все дореволюционное. По левую дом сталинский. Так, пешком скучно, но это не Рубинштейна. Ну да. Ну вот здесь, кстати, тоже какой-то начинается движ. Оазис. Ресторан. Ну или вот дома, да? Наши любимые арочки присутствуют. Там, наверное, дворы-колодцы тоже имеются. Какая-то цивилизация появилась. Слава богу. Да, что-то у меня такая закрадывается мысль, что не купить ли на следующий год самокат электро. И вот такие прогулки на самокате осуществлять. Прицепить камеру на лоб. И все, и просто гнать, где-то останавливаться, где-то, где не надо, гнать еще быстрее. И вот смотрите, сколько мы уже идем от Ломоносовской до Бабушкина. Это вот еще тут топать и топать. Опачки. Как вам такой кадр? Прям как будто бы в Выборге, у стен замка. Но тем не менее, не пришито, не отрезано, а как есть. Вот смотрите, вот левый берег Невского района.
не устану повторять, дабы, может, кто-то только что подключился. Вот какой он есть. Вот проспект Обуховской обороны. Я, конечно, тут местами что-то иду и начинаю уже сомневаться, а не проскочил ли я нужный поворот. Сейчас давайте даже я сейчас остановлюсь, немножко прервусь на 30 секунд, буквально стрим повиснет, я проверю. Так, все нормально, рекогносцировка на местности произведена. Мы в нужной позиции, мы ничего не пропустили. Ну да. Мы идем по плану. У нас был какой-то план, мы его придерживаемся. Кстати, я вот что-то туплю, а на каждой остановке есть карта ближайшей местности, карта маршрутов тех автобусов или трамваев, которые останавливаются на этой остановке, и можно всегда немножко, поглядев на карту, понять, где ты, что ты и чего. Уже вот начинают гореть фонари, это радует. Но мы как раз вот все, у нас с левой руки, с левой стороны ДК имени Крупской, ура! И даже написано «Книжная ярмарка». Мне вот даже что-то сильно интересно, до сих пор ли она работает. Здесь бюст госпоже Крупской, товарищу, сподвижнице. Да. Про самокат пишите, отличная идея. Так нет, смотрите, конечно же, всегда можно там взять в аренду, да, не проблема. Но это надо же планировать как-то, вот это вот все. Я как-то больше отношусь к тому, что, ну слушайте, здесь только какой-то один профи, книжный магазин, какая-то одна лавочка и все. А сама книжная ярмарка, ну, во-первых, наверное, уже поздновато. Вот. Но судя по тому, что вывеска все-таки какая-то есть, и она плюс-минус не убитая временем, скорее всего, все функционирует. Так, здесь. Сейчас я посмотрю, как нам лучше пойти. Сейчас, одну секунду, друзья. Да, сейчас вот пройдемся по проспекту еще чуть-чуть. И на первом же перекрестке пойдем влево. Конечно, вы правы. Вот самокаты, например, да, вот стоят, ждут своего наездника, своего райдера, своего погонщика. Но хочется быть плюс-минус свободным именно вот во времени, чтобы не думать, что там вот ты арендовал, у тебя там что-то тикает. Но это на следующий год. Надо обзавестись держателем для камеры, чтобы руки были свободны во время поездки. Да, как раз сейчас свернем, мы выйдем на Бабушкина и дойдем до Елизаровской. Ну и там, в принципе, можно в целом заканчивать прогулку будет, но это еще чуть-чуть погодя. Не спешите выключаться. Там тоже будет что-нибудь интересное. Посмотрим на дома в районе. Даже давайте сейчас, вот я метнусь во двор. Вот за что я вот эти все дворы люблю, да, вот смотрите.
зеленющий двор. Привет из столицы. Привет в столицу. Надеюсь, вы про Москву, да? А то у нас еще есть такая в Петербурге фраза, как Купчино — столица мира. Вот, двор зеленющий. Ничего, никаких высоток не застроено. Какие-то эти дамы с богатырями. Прекрасно. Опять же, повторюсь про этажность, да, там 5 этажей, то есть плотность населения в этом районе минимальна. Ну, минимальнее, наверное, это уделка какая-нибудь. Хотя вот, здесь же в районе Елизаровской есть Ломоносовская, Елизаровская, что ли, эти трехэтажные дома, эти вот кварталы, чуть ли не с коттеджами, еще ранней советской эпохи. Странно, такой целый зеленый кусок и никем не прихватизирован и не застраивается. Но минусы таких районов — это в том, что отсутствует напрочь или как класс какой-то, не знаю, сервисом это не назову, но вот история про кафешки, например, да, про... Хотя вот, смотрите, здесь свой Токио Сити есть. Опачки. Неплохо. Городские рестораны. Так, здесь... Давайте пойдем. Мы на улице Ольги Бергольц. Сейчас свернем во двор. Пройдем двориком, конечно. Вот слева, да, трехэтажные домики. Опять вот здесь двор справа целый зеленющий. Это, конечно, не черная речка, да, не старая деревня, не новая. Но что-то и в этом есть. Вот тут слева двухэтажные пошли. О, да, наверное, этот и есть район. Я про него только, скажем, какие-то сюжеты и видео смотрел. Какой-то как городок, что ли, или как он называется правильно. Напишите, пожалуйста, кто в курсе. Продублируйте, если уже еще раз писали, уже писали. И вот в каждую квартиру, как будто бы, да, своя дверь. Такие дома и на Пролетарской есть, достаточно свежей постройки. Но принцип такой же. Сейчас мы, наверное, как раз через этот район. Вот, и там между домами какая-то зелень одна. Просто зелень. Это классно. У вас тут у дома, у подъезда своя парковочное место, например, да? Во дворе яблони. Тут я вижу, у нас тут, видишь, все на асфальте растоптано, разъезжено. Кошки на поводках. Шикарно. Друзья, вот это нам нравится. Мы такое одобрям. Тут видно, у них забор был на электротяге, но что-то пошло не так и все поломалось. Помните, вот я когда прошлую прогулку проходил по Новочеркасской, там тоже про фонари говорил, что одна из таких особенностей — это вот фонари, вот они, да, не на фонарных столбах, а на растяжках, которые висят прямо над проезжей частью.
Я вот нигде, кроме как в Петербурге, во-первых, такое не помню. Может быть, и видел, но в таком массовом объеме, что не запомнил. Вот. Но в Питере это прямо, особенно вот в этих старых районах сталинских, это, что называется, must have. Это интересно. Так, тут намного лучше стало. А как было? Хочется тогда узнать. Отличные сталинские дома для рабочего класса с громадными окнами, с высоченными потолками, ну как минимум под 3 метра. Ох уж эти самокатчики. В Москве тоже есть, да? Ну, принцип один. Тогда скажу так. Опять же, Москва и Питер. И если взять какой-нибудь регион, это все-таки не Москва и Питер. В принципе, вообще, что-то я не знаю, с Москвой что-либо сравнивать очень странно, потому что в Москве, скорее всего, есть все. Так, сколько? Мы тут уже 1:40 гуляем, хорошо. Хопа! И здесь, на улице Бабушкина, мы выходим на перекресток, где есть станция метро, наконец-то. Вот сколько мы шли, да, от Ломоносовской, и вот только сейчас Елизаровская. Если сказать и напомнить, а кто такой Елизаров? А Елизаров — это муж старшей сестры Ленина, в квартире которых он скрывался после эмиграции. Ну или как-то такая история была. Так, сейчас надо подумать. Ну или давайте, ребята, вместе подумаем, друзья. Чего делаем дальше? У нас уже тут потемнело все. И почти в глазах, и почти практически на улице. Что будем делать дальше? Идти пешочком до следующего метро, а следующее метро это лишь Александра Невского. То есть даже дойти до Бодника здесь нам еще столько же, сколько мы шли от Ломоносовской. Здесь у нас тоже продолжают первые вот эти сталинские пятиэтаги, панельные, экспериментальные проекты панелек еще до хрущевских. Ну, вы Пестеля вспомнили, конечно. Так, друзья, да, давайте все-таки... Так, на себя переключусь. Такая прогулка по такому Невскому району. Не знаю, обращаюсь сейчас к комментатору с прошлого видео, что Невский район это ее район и все не так. Вы пишите, а как должно быть. Потому что сразу вспоминается Шуфутинский с его «все не так и все не то». Было у нас тогда. Вот, ладно, заканчиваем. Прошлись мы от Пролетарской до станции метро Елизаровская. Зеленая ветка, Невский район, левый берег. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, было не сильно скучно, но как было, так и было. Зеленые ветки — самые длинные перегоны. Да, об этом я уже говорил.
Все, всем спасибо, всем пока, лайки, подписки. Если есть возможность, поддержите канал. Все ссылки в описании. Всем здоровья, всем пока.